спортсменов были равные шансы на победу, микро разбиты на 3 подкласса. Прото – это гоночные прототипы, самые легкие и энерговооруженные, своего рода Формула-1. Круизер – серийные, устойчивые и вместимые. Рейсер – подкласс, сочетающий скорость прото и универсальность круизера. 30 лодок заявлено из 8 регионов. Для статуса проведения чемпионата России достаточно. Для присвоения квалификационных званий, таких как мастер спорта, кандидат в мастера спорта, тоже регионов достаточно. Поэтому акваторию мы посмотрели, все готовы. 2 раза чемпионат России в классе микро проходил в Ульяновске. На 3-й решили провести в Димитровграде. Это рейтинговые соревнования, самые главные в России в этом классе лодок. У судейской коллегии есть трудности небольшие с выставлением дистанции, так как акватория незнакомая, но местные их смены, которые здесь каждый день ходят, они подсказывают, как правильно установить дистанцию с точки зрения ветра, с точки зрения того, чтобы это было для всех очень удобно и чтобы была честная спортивная борьба. На площадке яхт-клуба «Нейтрон» выстроились участники, поднят флаг Российской Федерации. Дайте старт чемпионату! Самый возрастной участник чемпионата России Вадим Пополутов из Москвы. Ему 83 года, 70 из них он на воде. Вадим Константинович – капитан лодки «Улыбка», бронзовый призер чемпионата мира 2009 года. Парусный спорт интересен для всех возрастов, считает Вадим Пополутов. Азарт в первую очередь. Азарт и умение думать. Потому что парусный спорт сродни шахматам. Все время надо думать. Все время надо рассчитывать непрерывно. Мы еще не выходили на акваторию, но у нас любая погода устроит был бы вечер. А идет ли снег или дождь, не имеет никакого значения. Пожелали удачи спортсменам глава города Сергей Сандрюков, председатель городской думы Ксения Душкова и заместитель директора по персоналу ГНЦ «Ниар» Светлана Пелюганова. Помнятся эти дни, проведенные на нашей земле, и вам захочется к нам приехать еще раз. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Последние наставления командам перед стартами дает главный судья чемпионата Сергей Буданов. Обязательно регистрируйтесь, по 2 раза не надо. Вам дали отмашку, отойдите от стартовой линии, от судейского судна, чтобы зарегистрировались другие. Мы должны вас всех идентифицировать. В один день проходят по 3-4 гонки. Что может быть лучше, чем поймать парусом ветер и помчаться вперед к победе? Красота движения судов, яркие паруса, грациозное скольжение судов по водной глади, слаженная работа команд представителей высшего спортивного мастерства – это чемпионат России по парусному спорту. Чтобы победить, экипаж должен верить, что сможет это сделать. Каждый должен быть увлечен этим и по-настоящему хотеть результата, даже если это означает тяжелую работу. Я бы хотел сказать огромную благодарность НИАРу, во-первых, за то, что он поддержал и помог в организации. Прекрасный яхт-клуб «Нейтрон», который принял всех этих участников. И я разговаривал со многими экипажами, все очень довольны, что приехали сюда посмотреть на эту красоту. И вообще говорят, таких яхт-клубов по стране очень-очень мало. Победители определятся по итогам 4 дней чемпионата. Марина Антуганова, Альберт Балатаев, Виталий Немов. Главные новости любимого города.